Всем привет, с вами Дэн, и у нас сегодня Техник, Forex, Fox, как угодно, только не Паша Техник. В общем, это гонконгский микробренд, созданный инженером и дизайнером Гансом Питером Грёделем, который десятки лет работал в разных часовых компаниях, таких как Formex и Sector. Техник Forex делает так называемые гибридные часы, где сочетаются разные механизмы. И сегодня такие часы у меня на обзоре. Это модель Skeletor с двумя механизмами, кварцевым и классической механикой. Пожалуй, это самая безумная реализация, о которой можно было додуматься. Тема интересней. Такая плоская необычная карабулечка. И войлочная у нас тут обивка в часах. Интересно. Так, бумажечка. Значит, есть сертификат на 2 года. И тут даже, видимо, лично Гансом Питером подписанный. Ремешочек второй в комплекте. Ну что ж, в хозяйстве пригодится. Неплохо. Потом посмотрим на него подетальнее. И вот на этой вот, опять же, какой-то войлочной подушечке сами часы. Да, слушайте, ну реализация интересная. Честно говоря, никогда ничего подобного не видел. Прям максимально необычно. Напишите, а вы видели что-нибудь подобное? Ну что же, Техник, Forex, Skeletor, Globe Edition, корпус сталь 316L, сапфировое стекло с двусторонним антибликом, так что эффект отсутствия стекла здесь имеется. Сапфировое стекло также и сзади. Водозащита 50 метров, подсветка суперлюминовая и два механизма Seiko NH05B у нас справа, да, с автоподзаводом, и кварцевый то же самое, что считаете Seiko VS17, а у нас слева это Solar, то есть с подзарядкой от солнца или любого источника света. В комплекте есть еще кожаный ремешок и браслет с миланским покрытием. Часы для обзора предоставлены крупнейшей в России розничной сетью магазинов наручных часов All Time, за что им большое спасибо. Ну, конечно же, часы выглядят очень необычно, да, сразу смотришь на 2 циферблата, становится понятно, что здесь, что правильно, 2 часовых пояса. И при этом еще и 2 механизма. И приглядываешься сначала, да, видишь, стикает, ага, кварц, дальше смотришь, здесь плавно идет стрелка, значит, механика, плюс еще, смотрите, уместили здесь маленькое окошко даты. Его вообще практически не видно, малюсенькое, но оно есть. Оно есть. Я на самом деле встречал часы, где несколько кварцевых механизмов, наверное, самые известные Jacob & Co. делает. Есть с парой механических калибров, как у тех же Анонима, а вот здесь, когда такие прям антагонисты, да, кварц и механика, я, честно говоря, такого не встречал. Если вы встречали, ну, напишите обязательно в комментариях. Корпус крупный, в нем много воздуха, потому что циферблат, как видите, сделан частично таким скелетонированным, но не в обычном понимании. Здесь нет вот, да, задняя часть, она используется, то есть здесь циферблат как бы сверху идет, а задняя часть, где у нас на крышке, по сути дела, она используется для визуализации. То есть здесь изображен, что у нас правильно, земной шар. И сразу понятно, что часы предназначаются для путешествий. Кстати, с практической точки зрения, как мне кажется, сочетание кварца и механики увеличивает надежность. То есть, если у нас из кварца из строя вышел, останется механика. Но если вдруг механика сломалась, то работает кварц. Занятно, да, получается. Также здесь скелетонирован и субциферблат справа, где как раз располагается сейковский механизм. А вот здесь, где у нас Epson, да, здесь немножко, как бы получается, манеж, он утоплен чуть-чуть вниз. Ну и там надпись, что солнечная подзарядка есть. Здесь еще логотип, да, и надпись, что гибрид. А здесь надпись, что автоматик. Такая вот эклектика. Все соединено. Интересно, да. А при этом, кстати, этот калибр Epson, он работает без подзарядки до 6 месяцев. Ну, кстати говоря, с читаемостью здесь полный порядок, даже в правой части, где у нас механика. Кстати, заводная головка, которая отвечает за механику, она у нас справа, разумеется. Ну, давайте сейчас вот дату у нас тут переключится. Ну да, дату, конечно, с трудом можно увидеть, но, опять же, в случае необходимости она имеется. И здесь поменьше уже заводная головка, ну не заводная, а просто головка, которая у нас отвечает за второй механизм. Но при этом
Мне кажется, с читаемостью здесь в любом случае полный порядок, потому что крупный циферблат и два вот этих манежа, они разделены, они выделены и ну, абсолютно считываемостью окей. Единственное, что частичное скелетонирование механики, конечно, оно чуть ухудшает читаемость, но с другой стороны, в принципе, не так уж и сильно. Корпус необычный, да, круглый, длинный, состоит из нескольких частей. Получается, у нас основная часть, она как бы погружена на вот эту площадку, с которой начинаются ушки, и площадка эта, собственно, и служит основанием вот этого земного шара. Он, кстати говоря, сзади тоже есть это самое изображение, и плюс можно посмотреть небольшой механический механизм, да, с автоподзаводом от Seiko здесь сзади. Ну и основные характеристики. Ну и напомню, что сзади у нас сапфир. Это неплохо. В плане качества здесь все приятно. То есть корпус аккуратный, отличная зеркальная полировочка. Вот эти у нас получается такие 3, да, даже 4 такие интересные прожилки, да, по корпусу идут со всех сторон. И резкие такие четкие отличные грани по ушкам. Сверху сатинирование, с боковой части зеркальная полировка, нигде ничего не режет. В плане качества для своей ценовой категории весьма и весьма приятное. Ну и 10-слойное антибликовое покрытие, конечно, да, вот есть этот эффект, он очень мне нравится, когда действительно кажется, что стекла нет, сейчас можно туда вот палец засунуть внутрь между этих двух субциферблатов. Ну и, кстати, видите, здесь внизу написано чистая энергия, да, и не обойден вниманием вопрос экологии, заявлено, что часы изготовлены из переработанных материалов. Ну и люминофор у нас есть по глобусу, обязательно вставлю картиночку, посмотрите. Ну и чувствуется, да, вот что на железе не стали экономить, то есть здесь обилие люма, сапфиры, много антиблика, это, ребята, молодцы. Ну и по комплекту неплохо, что есть миланский браслет, очень удобный и удобно настраивается, на любое запястье подходит, это, конечно, хорошо. Ну и плюс кожаный ремешок под крокодила. Система быстрой замены есть на ремешке, система быстрой замены есть на браслете, так что можно достаточно быстро это все переставлять. Ну и если мы так вот посмотрим, что получается, если мы поставим сюда, да, синий ремешочек, то, конечно, часы гораздо более яркие становятся на нем. Но, честно говоря, мне нравится больше на браслете, поскольку все-таки браслет здесь очень приятный, приличный и, опять же, добавляет немножко такого шика к этим часам. Впрочем, мы с вами еще не померили. Корпус, он здесь крупный, практически 44 мм, по высоте 12,1, от ушка до, точнее между ушками 20, а вот от ушка до ушка за 50, наверное, будет, да? Нет, даже меньше, чем 50. Ну, давайте посмотрим на моем запястье 18,5, что у нас получается. Крупная модель, ну, понятно, здесь уместили все-таки два механизма, и они достаточно все-таки аккуратные остались по размерам. То есть на моем запястье сидят, если вам нравятся такие размеры, да, и вот чтобы это было прям явно четко видно, и необычные, конечно же, часы. И я думаю, что на 18 тоже сантиметров в обхвате сядут. Меньше, наверное, лучше посмотреть какую-то другую модель. Про запас здесь сейчас вот где-то сантиметрик натягивается, да, плюс вот еще сантиметра 3 как минимум на браслете внутри есть, можно переставить. Так что, ну, на крупную руку эти часы будут смотреться уже гораздо-гораздо интереснее, как мне кажется. Ну и что касается веса, давайте посмотрим. На миланском браслете, я думаю, будет вполне себе прилично по весу. Ну что вы хотите, два механизма и тяжелый браслет. 144. Нет, в принципе, окей. Тем более для относительно крупной модели. Так, вот они, наши два субциферблата. Достаточно сложный корпус, ну и приятный браслет. По итогам скажу так, дизайн необычный, фишек довольно-таки много, модель не похожа ни на какие другие.
характеристики на высоте. Если это именно то, что вам нужно, то, собственно, почему бы и нет. Понятно, что модель достаточно специфичная, но я уже неоднократно говорил в обзорах, что мне как раз-таки и нравится, что в последние годы на рынке появляется больше всего необычного, то, что позволяет, собственно, выделиться из толпы и выделиться из тысяч достаточно однообразных часов. Пишите, как вам эта модель. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.